Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько громких решений. Канцлер Фридрих Мерц требует перейти от разговоров к действию. Начата подготовка к рассмотрению вопроса о возможном возвращении граждан Сирии. Но внутри правительства звучат сомнения, насколько безопасно это решение. В это же время Берлин предлагает афганцам, ожидающим въезд, неожиданный выбор – отказаться от переезда и получить компенсацию до 10 тысяч евро. А пока власти спорят, как регулировать потоки миграции, в Гамбурге запускают цифровой контроль парковок. Вместо бумажных разрешений появятся умные автомобильные сканеры. И это не все. Deutsche Telekom вместе с Nvidia строит в Германии, внимание, фабрику искусственного интеллекта. Миллиардный проект, который может вывести страну в лидеры Европы. Кроме того, усиливается критика интеграционных курсов. Преподаватели рассказывают, что часть учеников даже не приходит на занятия. А напоследок важная тема за пределами Германии. На сырьевых рынках России происходят серьезные перемены, и экономисты предупреждают о возможных последствиях. Спасибо всем, кто поддерживает канал подпиской и делится этим видео с друзьями. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с решительным заявлением, чтобы поставить точку в дебатах вокруг возвращения граждан Сирии. Ранее министр иностранных дел Йохан Вадефуль во время визита в Дамаск заявил, что массовая высылка из Германии людей в Сирию в текущей ситуации практически невозможна. Мерц подчеркнул, что правительство отходит от слов о исключительных случаях и переходит к активной фазе возврата. Он требует четкого графика действий и способности кабинета обеспечить выполнение этого решения. Министр Вадефуль настаивает, необходимо учитывать условия безопасности и состояние инфраструктуры в Сирии, пока не ясно, возможно ли организовать массовое возвращение. Согласно позиции канцлера Мерца, Германия должна использовать все юридические и дипломатические инструменты, чтобы обеспечить выполнение программы возврата. Это означает активизацию переговоров с сирийскими властями, подготовку списков и ускорение оформления документов. Мерц ясно дал понять, кабинет ожидает конкретных шагов и не примет затягивания. Таким образом, внутренние разногласия в правительстве вошли в активную фазу. Вопрос о возвращении граждан Сирии выходит из стадии обсуждения и входит в практическую плоскость. Следующая новость – одна из самых важных на фоне политики миграции Германии. Немецкое правительство предлагает гражданам Афганистана с уже выданными гарантиями въезда уникальную альтернативу. Они могут отказаться от поездки в Германию и взамен получить значительные суммы и материальную помощь. Министерство внутренних дел направило письмо людям, находящимся в Пакистане и ожидающим визы, с двумя вариантами. Либо 2500 евро за отказ от продолжения процедуры въезда, либо 10 тысяч евро стартовой помощи после отказа и возвращения в Афганистан, либо в другое согласованное третье государство. Предложение дополняется материальной поддержкой, помощь с организацией выезда, сопровождение до возвращения и медицинская помощь и 3 месяца проживания, питания и социального обслуживания после возвращения. Причина такого подхода – процедура въезда затянулась, многие люди ждут визы годами, Пакистан усиливает давление на проживающих там снова прибывших, а Германия ищет способы снизить нагрузки на миграционные каналы. В письмах подчеркивается, согласившись на предложение, человек теряет дальнейшие правовые претензии к Германии. Берлин применяет новый подход, не только выборочная приемка, но и активное предложение отказаться от въезда с финансовой компенсацией. Это решение отражает растущие сложности в системе миграции и нацелено на сокращение числа новых прибытий и ускорение процесса по тем, кто уже ждет въезда. Следующая новость связана с контролем. В Гамбурге, в Германии, правительство Сената приступает к масштабному переходу к цифровой системе управления парковками. С нового года планируется поэтапно отменить бумажное разрешение на парковку для жителей города и полностью перейти на цифровые. Глава Сената по транспорту Аньес Тяркс сообщил, цитата, «Цель – положить конец бумажным парковочным талонам и бюрократии. В рамках проекта для контрольных служб появятся автомобили со сканирующими системами. Камеры этих автомобилей будут фиксировать номерные знаки припаркованных машин и автоматически сверять их с базой данных разрешений. Если система выявит нарушение, к автомобилю подъедет инспектор и выпишет штраф.
Все остальные записи, где нарушения не обнаружены, автоматически удаляются, подчеркнул Тяркс, заверив, что контроль за данными соответствует требованиям защиты личной информации. На первом этапе проект будет опробован в 2 отдельных жилых районах Гамбурга. Там расположено около 13 тысяч парковочных мест. После успешного теста система будет расширена на весь город и включает модернизацию традиционных парковочных автоматов. По оценке властей, новый метод позволит значительно ускорить и упростить контроль, а также снизить нагрузку на сотрудников из-за недостатка кадров. Гамбург становится одним из передовиков цифровой трансформации городской инфраструктуры. Парковка перестает быть лишь побочным вопросом, а становится частью цифровой городской инфраструктуры. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объявил о начале строительства, внимание, крупной фабрики искусственного интеллекта в Германии. Компания планирует вложить более 1 миллиарда евро в совместный проект с американским чип-производителем NVIDIA Corporation. Проект предусматривает создание в Мюнхене вычислительного центра, в котором будут установлены до 10 тысяч графических процессоров, и рассчитанная мощность системы будет более чем на 50% превышать текущие показатели Германии. Глава Deutsche Telekom Тимофеус Геткес подчеркивает, без искусственного интеллекта нельзя удержать лидерство в промышленности и цифровых услугах. Согласно плану, центр будет запущен уже в первом квартале 2026 года и станет одной из крупнейших инфраструктур этого типа в Европе. Все данные будут храниться и обрабатываться исключительно в Германии, а управление будут вести сотрудники из стран Европы, чтобы обеспечить цифровой суверенитет. Также в проекте вовлечены крупнейшие игроки, всем вам известные. SAP берет на себя программную платформу, а промышленное партнерство включает компании, работающие в сфере робототехники, автоматизации и высоких технологий. В экономическом плане инициатива воспринимается как стратегический шаг Германии по укреплению своей позиции в гонке за искусственным интеллектом и уменьшению зависимости от внешних технологических поставщиков. И это только начало. В Германии растет общественная дискуссия вокруг системы интеграционных курсов для мигрантов. Напомню, эта государственная программа рассчитана примерно на 700 часов обучения, то есть 600 часов немецкого языка и 100 часов занятий по устройству жизни в стране. Курсы оплачиваются из федерального бюджета, и участие в них является обязательным для тех, кто получил право на проживание. Однако преподаватели сообщают, что на практике программа работает с большими сбоями. Многие участники приходят на занятия с опозданием, уходят раньше времени, а некоторые просто спят прямо во время уроков. При этом посещаемость фактически не контролируется. Студент считает присутствующим, если был замечен хотя бы на одном из уроков в течение всего дня. Одна из преподавательниц рассказала, что только около 60% ее группы действительно учатся и проявляют интерес. Остальные либо игнорируют задания, либо посещают занятия формально, так как им нужно сохранить социальные выплаты. По данным репортеров, проблема замечена не в одной школе, а по всей стране, по всей Германии. Несмотря на это, государство продолжает полностью финансировать программу, не требуя подтвержденного прогресса. Речь идет о сотнях миллионов евро в год. Эксперты предупреждают, без реального контроля и мотивации этих участников курса теряет смысл, а интеграция мигрантов в немецкое общество остается просто на бумаге. А дальше еще интереснее. В России возникли серьезные трудности с экспортом сырья. 3 неблагоприятных фактора на нынешних рынках создают риски для экономической стабильности страны. Снижение доходов от нефти и газа может ограничить возможности России реализовать масштабные внешние инициативы. Первый удар. Это спрос на российскую нефть резко снизился. Покупатели снижают активность из-за нестабильности на рынке и внешних ограничений. Второй удар. Россия теряет позиции на рынке металлов и минеральных ресурсов. Ее доля поставок резко сокращается из-за роста конкуренции и новых ограничений со стороны западных и азиатских стран. Третий удар – это цепочки поставок сырья претерпели серьезные изменения. Государственные компании не успевают адаптироваться к новым маршрутам и аудитам, что приводит к потере части доходов. Экономисты предупреждают, если ситуация не изменится, доходы государственного бюджета России могут уменьшиться настолько, что реализация крупных внешнеэкономических проектов окажется под вопросом. В ближайшее время Россия может оказаться в сложной фазе на сырьевом рынке.
Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.